Ой-ой-ой, даже не знаю, с чего начать. Те, кто уже давно подписан на мой канал, знают, что есть такая примета. Если увидеть меня на кухне, это значит скоро Новый год. В этот раз все не так. Объясняю. У моего мужа был день рождения недавно, и к нам завтра приедут в гости его родители. И я пообещала приготовить русские пирожки к их приезду. Вот, я люблю выполнять обещания, но пирожки — это действительно сложно. Да? Это не салат, это не сырники, это действительно может быть опасно, я бы даже сказала. В общем, я сегодня буду готовить русские пирожки. Может быть, вы слышали уже о таком блюде. Если даже не слышали, сегодня услышите и, дай бог, посмотрите. Я буду действительно фокусироваться в основном на готовке, потому что блюдо и правда непростое для меня. Но чтобы это видео было и для вас тоже полезным, я предлагаю сегодня обращать внимание на то, как я использую глаголы, когда готовлю. Глаголы совершенного и несовершенного вида. В каких случаях я использую какой вид. Я тоже буду стараться обращать на это внимание, останавливаться на этом, подчеркивать это и, может быть, объяснять. Хорошо? Но если я забуду про эту цель, не обижайтесь, потому что я действительно волнуюсь. Реально, я должна приготовить хорошие пирожки, потому что если гости придут, я пообещала, а пирожков нет, это как-то нехорошо получается. Ладно, погнали. Что нам понадобится? Молоко, дрожжи, сахар, соль, ванилин, разрыхлитель теста, растительное масло и мука. Причем мука непонятно сколько. Вот в этом и секрет русских пирожков, что главный ингредиент добавляется на глаз. Давайте сделаем так. Все ингредиенты я сначала положу на стол, выложу их, чтобы мы с вами видели, что нам понадобится. Так, да, я вытираю руки о футболку. Вы не ошибаетесь, совершенно верно. Это такая специальная футболка, полотенце. Я такие вот ношу по дому обычно. Итак, стараемся быть точными. Наливаем пол-литра молока. Наливаем. Что делаем? Несовершенный вид. Почему несовершенный вид? Потому что я это делаю прямо сейчас. Да, наливаем. А вот сейчас я уже налила. Это глагол налить. Совершенный вид в прошедшем времени. Я налила молока. Дрожжи в Венгрии выглядят вот так. Нам нужны живые дрожжи. Да, кстати, фонетическая заметочка. В словах, где вы видите две буквы «ж» подряд, или сочетание «з», «ж», может произноситься мягкий звук «ж». Не твердый «ж», как я всегда обычно говорю, да, что звук «ж» всегда твердый. А мягкий «ж», да-да-да, дрожжи. Но это факультативно, не обязательно. Есть люди, которые говорят дрожжи с твердым «ж». Говорите твердый «ж», не ошибетесь. Вот, я говорю то так, знаете, очень flexible. Половина пачки. Пачка — это в России 100 граммов. Здесь пачка дрожжей 42 грамма. Значит, надо считать. Нам нужно сколько? 8 граммов, правильно. 42 на 8 не делится, но это примерно будет 1/5 часть. И вот этот кусочек делим примерно на 5 частей. У меня глазомер отличный. Ой-ой-ой, как-то фигово получилось.
То, что нам не нужно, убираем в холодильник. Убираем. Опять несовершенный вид я использую, да? Хотя я легко могла бы сказать, уберем в холодильник то, что нам не нужно. И тогда это был бы совершенный вид, но просто в будущем времени. Как будто бы сейчас мы что сделаем? Уберем. Сахар. 4 столовые ложки. Соль. 2 чайные ложки соли. Чайная ложечка, пожалуйста. Все по рецепту. Все по рецепту. Так, сахар, соль, ванилинчик. О, вот, ванилин. Но это у нас не ванилин, а ванильный сахар. 1 пакетик. Я думаю, что мы его и добавим. Хорошо. Разрыхлитель теста. Это такой порошок, который делает тесто мягким. Да, дрожжи поднимают тесто, а разрыхлитель делает тесто мягким, воздушным. Знаете, в чем прикол? В рецепте написано разрыхлитель теста 1 пакетик, а у меня разрыхлитель в таком пакетике, и в этом пакетике 15 граммов. А в России продаются пакетики, в которых 10 граммов разрыхлителя. Растительное масло 150 граммов. Итак, растительное масло. Слушайте, у меня один измерительный стаканчик уже занят, поэтому я буду мерить вот так. Я предполагаю, что в этом стакане где-то 200 граммов. Поэтому нам нужно вот 3/4 стакана. Правильно считаю? Господа математики, программисты, аналитики, пожалуйста, вот если я сделала ошибку, не надо судить строго. Я же не математик, в конце концов. Так, сейчас что нам нужно сделать? Нам нужно смешать живые дрожжи, молоко. Нет, подождите, надо подогреть молоко сначала, чуть-чуть. И живые дрожжи лучше добавить в чуть теплое молоко. Сейчас разберемся, ребята. Главное не паниковать. Так, сюда добавим сахара 4 столовые ложки. Стоп, это что такое? Это соль. Вот этого я и боялась. Реакция усиливается. Очень интересно. Я как на уроке химии. Если я описываю свои действия в данную секунду, то я использую несовершенный вид. Да? Добавляем, мешаем или перемешиваем, достаем, берем, режем. Да, это все несовершенный вид, потому что я описываю действия прямо сейчас. Я на него смотрю вот очень близко. Но также, когда я готовлю, я могу использовать и совершенный вид в будущем времени. Имея в виду, что прямо сейчас я что-то сделаю. Добавлю, возьму, нарежу, отрежу, перемешаю, да, или в прошедшем времени. Имею в виду, что только что я что-то сделала. Добавила масло, например. Мука. Берем обычную пшеничную муку. Возьму-ка я чистую столовую ложку. Возьму, видите, опять совершенный вид. Хоп, хоп, и поменяла уже совершенно виды. И вот так вот. Так, ну что, друзья, тесто начинает густеть. То есть становится более густым, его уже тяжело мешать просто вилкой, поэтому сейчас я начну мешать прямо рукой. Посмотрим, что из этого выйдет, да? Ну что же, кто не рискует, тот не пьет шампанского, как говорится. Блин, что я наделала? Ну ладно, я сейчас не могу выключить камеру, потому что я просто вся в тесте уже. Поэтому вы будете смотреть. Я сейчас буду замешивать тесто.
замешивать. Да, это не просто мешать, смешивать ингредиенты, чтобы ингредиенты соединились. Замешивать тесто — это значит придавать ему определенную текстуру. Значит, после того, как мы замешаем тесто, мы должны его оставить на батарее, ну, на самом деле, в любом теплом месте, чтобы тесто подходило. Подходить, подойти. У этого глагола движения есть переносное значение, которое используется именно в контексте приготовления теста. Тесто подходит, это значит, тесто становится больше, пышнее, выше, тесто поднимается. Так, сейчас оно пока никуда не подходит у нас с вами, оно просто лежит и страдает от моих неумелых рук. Вот, пока оно прилипает к моим рукам, но нам с вами надо добиться такого состояния теста, чтобы оно не прилипало к моим рукам, чтобы оно было самодостаточным. Короче, если меня смотрят повара, каждый раз делаю это, да, каждый раз обращаюсь к поварам. Мне постоянно кажется, что меня смотрят повара. Ну а что, а вдруг какой-нибудь повар из Франции, из мишленовского ресторана решил учить русский язык и нашел мой канал, и сейчас такой смотрит и получает удовольствие от того, как я готовлю. Вот. Ну, в общем, если меня смотрит повар, вот, вообще люди вот опытные в готовке, да, ребята, не спешите писать гневные комментарии. Просто улыбнитесь. Просто подумайте о том, что все будет хорошо. Так, ну что, мне кажется, еще буквально чуть-чуть, и тесто будет готово. Смотрите, какая красота получается. Вот такое вот тесто. Кстати, это такая физическая нагрузка неплохая. Для правой руки моей особенно. Начинки у нас будет две сегодня. Это капуста и яйцо с луком. Фух. Нет, еще не все, ребят. Офигеть. Все, я думаю, достаточно. Все, сейчас я уберу наше тесто, пусть оно подходит, и мы сделаем начинку. Вот, а потом встретимся с вами уже, когда я буду лепить пирожки. Итак, прошло уже где-то 1,5 часа, может быть больше, я не знаю, я тут... Вы, наверное, можете заметить, что у меня слезятся глаза, потому что я резала лук для начинки. В общем, напоминаю вам, у нас будет две начинки: тушеная капуста и яйцо с зеленым луком. Яйцо с луком уже готово, а вот капуста еще тушится. Но пока она тушится, давайте посмотрим, что у нас получилось из теста. Готовы? Ребята, тесто подошло.
Вот это называется тесто подошло. Помните, был такой небольшой комочек теста, и сейчас это вот это пахнет прям настоящим каким-то хлебом. Что мы будем делать сейчас? Сейчас я нарежу вот этот комок теста на маленькие шарики. Из каждого кусочка нужно сделать небольшой шарик из теста. И потом этот шарик мы будем раскатывать. На этом этапе нам нужно наше тесто, которое мы приготовили, 2 начинки, посуда, куда мы будем выкладывать пирожки, уже готовые, и бутылка вина. На этот раз вино будет нам не для настроения, мы не будем его никуда добавлять. Просто дело в том, что у нас нет скалки. Скалка — это такой инструмент, которым нужно раскатывать тесто. Скалки у нас дома нет, но есть бутылка вина. Я обернула ее в пищевую пленку, чтобы все было чисто и стерильно. Раскатываем тесто. Вот опять несовершенный вид. Да. Потому что я это делаю, и я описываю, что я делаю. Да, описываю процесс. Я сейчас раскатываю тесто. В серединку нужно положить немного начинки, а потом защипить и сделать из этого уже пирожок. Смотрите, вот такой получается пирожок. Второй пирожок. Смотрите, что тут у нас получается. Не буду сильно наклонять, а то все вывалится на пол. В общем, красиво получается. Последний штрих. Ну, не последний, потому что на самом деле еще очень много теста и начинки очень много, но противень небольшой, поэтому начнем с этого. Последний шаг. Нам нужно смазать пирожки яйцом, чтобы они получились румяненькие. Первая партия пирогов с яйцом и луком уже в духовке. Там им минут 10, не знаю. Посмотрим по запаху. Хотите, чтобы я показала вам, что получится в итоге? Если хотите, то поставьте лайк этому видео. Пирожки бывают разные. Бывают с капустой, бывают с картошкой, бывают с мясом, бывают с творогом. Бывают с яйцом и луком. С яблоком тоже бывают. В общем, бывают сладкие, не сладкие. Я в этот раз делаю пирожки с капустой и пирожки с яйцом и луком. Фу, так жарко от духовки. Просто очень жарко. Я еще вся в муке. Но, ребята, вы бы слышали этот запах. Так пахнет. Ну, не передать словами, как это пахнет. Запах такого... Запах пирожков, короче, которые вот прямо сейчас пекутся в духовке. Если бы можно было через видео передавать запах... Да. В общем, Илон Маск, дорогой, поднапрягитесь там, пожалуйста. Изобретите, пожалуйста, нам какой-нибудь передатчик запахов. Надо, чтобы весь мир почувствовал этот аромат. Я сейчас буду доделывать оставшиеся пироги. Покажу вам уже прям результат. Получается, это все. Заканчиваю свое видео. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что поддерживали меня на этом нелегком пути. Приятного аппетита и пока-пока. Готовы? Вот это сырые пирожки.